Всем привет, с вами снова Джаскаус. Недавно я играл в новый режим бой до последнего, катался, смотрел, что там происходит такого интересного, и выполнял личные боевые задачи. Во время их выполнения многие говорили, что некоторые боевые задачи тяжело выполнить, и в данном бою мне предстояло выполнить одну из них. Восьмую задачу превосходства, где надо убить две машины противника боевыми резервами, получить минимум 150 очков победы и в дополнительных условиях доставить на базу хотя бы один флаг. Играл я со своим тиммейтом куском овчарки. На данной карте был всего один флаг, который достаточно трудно забрать, поскольку он находился по центру карты в простреливаемой отовсюду зоне. Но и достаточно очевидно, что кто-нибудь все-таки захочет его взять, и мы решили помешать этому. После того, как мы убили вражеского бата, я подумал, а чего бы и мне не попробовать захватить флаг. Заодно подсвечу большинство соперников, и возможно команда обстреляет их. Но не тут-то было. Вражеская команда тоже готова была отстреливать захватчика флага, и мне не оставалось вариантов, кроме как отстрелять барабан снарядов и быстренько слинять. Мне, конечно, сильно повезло, большинство вражеских танков по мне промахнулись. Вафля не пробила меня, а Т-62 просто не попал, но я все равно получил много урона, подумал над ситуацией и поехал на починку. Прелесть данной карты в том, что точек починок очень много. Пока ты едешь чиниться, ты можешь многое по бою обдумать. Починка проходит всего 5 секунд, и вот ты уже с полным хп и заряженным барабаном. Я сделал выводы, что лучше пока отстреливать вражеские танки, потому что вряд ли мне кто-то в начале боя даст украсть флаг и донести его до базы. Вместо этого я решил сам отстреливать тех, кто хочет его украсть, и по ходу боя подцепить танки, которые могу убить залпом боевых резервов. Опять же, флаг, который нужно взять, находится на центре карты, в самой простреливаемой зоне. И просто так ехать на центр не вариант. Надо занять позицию, с которой ты можешь помогать союзникам. И если что-то идет не так, убежать. Именно на такую позицию я и поехал. Для данных боев есть ограничение в 900 очков победы, и времени дают на бой 10 минут. Но обычно эти 900 очков набиваются командой победителем, по моему опыту, за 5-7 минут. Соответственно, чтобы выполнить мои задачи, мне нужно действовать быстрее, потому что команда нам попалась сильная, а ЛБЗ выполнить хочется. Приехав на центр, я понял, что ничем помочь не могу. Вражеский И-7 забился в нору, в которой мне тяжело его убить, а остальные танки стоят за углами, и пробить их не предоставляется возможным. Поэтому я пока оставил цель выполнить дополнительную задачу и поехал помогать союзникам на флангах, ставя цель убивать вражеские танки не без помощи артподдержки. На этом фланге было очень мало танков, и я понял, что это отличный шанс убить врага с помощью боевых резервов. Но для начала мне надо нанести им урон, чтобы они стали ваншотными для артподдержки. Посмотрев на ситуацию, я увидел такую возможность и начал действовать. Я осторожно выехал, чтобы сведение у меня было минимальным, и начал стреляться с вражеской СТшкой. У меня была задача отстрелять весь барабан, и желательно последним снарядом поставить его на гуслю, чтобы он не уехал с места обстрела боевых резервов. Но как обычно это бывает, враг либо быстро чинится и уезжает, либо его добивает союзник. И у меня так вышло. В итоге союзный танк добил мою цель, и я уже начинал на него злиться. Но тут на меня поехал вражеский танк добивать. И этот же союзник меня хорошенько прикрыл. Будучи ваншотным, я снова поехал чиниться. Не терять же мне сильный в данном режиме танк. К тому же он отлично подходит для моей главной цели – убивать резервами. Я снова трачу всего 5 секунд на починку танка. Очень удобно. Но только времени у меня все меньше, а я еще не выполнил ни одного условия личных боевых задач. Починившись, я поехал на тот же фланг, потому что там начинались активные действия. А мне очень удобно заходить в спину вражеским танкам и расстреливать свой барабан, и в случае чего уезжать. Но и так, к слову, я считаю, что Барчат лучший танк в данном режиме. Практически все задачи можно выполнить на нем. Я поехал дальше. Начинаю нервничать, что ничего не успеваю. Продуктивность на нуле. И вижу ваншотную вафлю. Уже готовлюсь ее убивать, и в этот момент мой созводный Дмитрий говорит ее оставить. В итоге я оказался в нелепой ситуации, и внезапно Дима мне дал добро на ее убийство. Когда я стрелял по этим танкам, я увидел, что у меня снова накопились боевые резервы. Я видел, что там есть полуваншотная СТшка. Я сразу кинул на нее эти резервы и метким выстрелом поставил на гуслю, надеясь, что ее никто не добьет. У меня все удачно получилось, и танк я все-таки добил. Но нужно еще один. Снарядов у меня нету, самое время ехать на починку и делать что-то дальше.
Я убегаю, получаю шоты. Потом, как обычно, мне это скажется. До починки оказалось далеко ехать, а та, что рядом, прикрывается врагами. И я долго думаю и решаю, что все-таки стоит побороться за нее. Глядя, что флаг все еще находится на центре, в окружении вражеских танков, я снова отбрасываю идею украсть его. Я дозаряжаю барабан, смотрю по сторонам, стою рядом с союзником на всякий случай и пытаюсь дать шоты во флее 100, но она, скорее всего, сама того не зная, не подставляется под меня, а я жду ее и жду, и не замечаю, что сбоку на меня выезжает танк, и тут меня уже никто не спасет. Я попытался выдать максимум пуль вражеские СТшки, и в отчаянии кинул на него резервы, авось повезет. Но не повезло, и я отправился менять свой танк. Половина основных условий сделаны, но союзники активно набивают очки победы, и чтобы выполнить остальные задачи, нужно действовать быстрее и увереннее. Вызвав из ниоткуда новый танк, а именно Паттона, я сразу не знал, что делать, поэтому поехал по центру. Там было много танков. Далее я разбирался по делу. Проблема состояла в том, что необходимо было найти подходящую цель для убийства боевыми резервами, но этот резерв надо было еще и заработать, а время все тикает. По итогу, подъезжая к центру, я заметил, что никто не рвется брать флаг, и еще чуть ближе подъехал, заметил, что вражеские танки смотрят немного в сторону от флага, и понял, что это мой шанс взять его, доставить его на точку доставки, тем самым выполнив дополнительную задачу. Я резво захватил флаг, и все-таки отхватил наполовину жизни, да и еще чуть резерву на голову не получил. Хорошо, что рядом есть точка починки, и я сразу рванул к ней, но была опасность, так как флаг у меня, а из-за него меня видно на карте, и враги могут выехать за мной. А вдогонку я получил еще один резерв, но хорошо, что противник промахнулся. Пока я ехал на починку, я придумал маршрут, как поеду. Необходимо было выбрать самый безопасный, чтобы уж точно доставить на базу флаг и спокойно добить основную часть личных боевых задач. Ну а дальше, как я и планировал, поехал по безопасному объездному пути к точке доставки флага. Врагов на подступе на карте не было, поэтому я на всех скоростях гнал туда. Очков победы становилось все больше, и надо было уже делать что-то кардинально и быстро. Я, как обычно, ехал, оценивал ситуацию. Хорошо, что на моем пути все-таки не оказалось танков, а то могли быть проблемы. Приедет один танк, и ему поможет второй, третий, и прощай флаг, а за ним и дополнительные условия личных боевых задач. Против меня играло уже более 800 очков победы. Также и время. Осталось чуть меньше 2 минут. Завозя флаг в круг доставки, я увидел отличную цель в лице Т-110 и 5, в которого почти никто не стрелял. Чтобы он никуда не уехал со своей позиции, я стрелял ему в каток с дамагом. Но вот беда, у меня не хватало очков для получения поддержки с воздуха. И тут я увидел вражеского ТВП. Он-то меня и спасет, подумал я. Стрельнув по нему, я получил желаемую цель и незамедлительно запустил ее в Е5. Башню мне немного все-таки переклинило, но это уже не важно. Е5 хоть и снялся с гусли, все равно был убит моим залпом боевых резервов. И все. Почти в самом конце боя я выполнил достаточно сложное ЛБЗ, хотя есть, наверное, и посложнее. Ну а теперь осталось просто доиграть бой. За мной погнались танки, а я хотел просто выжить и убегал от них. Давая неудачные выстрелы на ходу, вражеский ТВП все-таки раздал мне барабан. Я завернул за угол и ушел, но там меня уже ждал тот танк, который я считаю самым худшим на 10 уровне, Т-57 Heavy, и он отправил меня в ангар. Вот такой у меня получился интересный бой. Мы победили, я выполнил с отличием личные боевые задачи и спокойно отправился делать следующее. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на YouTube, Twitch и остальные социальные сети вамбатов. Всем хорошего времяпровождения.